Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре объект 252У «Защитник», тяжелый советский танк 8-го левела. Вот, «Защитник», да, многие хотят его получить в ангар, и это, по сути, оправдано, конечно, но какими-то вещами оправдано, а какими-то современным сейчас рендами есть у этого танка, конечно же, проблемы, да. Ну и давайте все и по порядку, И начнем мы, конечно же, с бронирования объекта 252У. Погнали. Итак, вот collision модель нашего защитника. Давайте правильно его выставим. Как-то вот так. И давайте изучать броню. Начнем с НЛД. 140 миллиметров, приведенки снизу 215, вверху 203. Вот, а крепко ли это НЛД? Конечно, крепкое для 8 уровня. А если рамбануть, так вот будет и все 300, 270. Помним, что на одноклассниках на 8 уровне бронепробитие лежит в пределах от 190 до 240 на основном типе снаряда. И многие танки вас даже под таким прямым углом уже пробивать не будут на обычном типе снаряда. Голдой могут, обычными уже что-то будет не пробитие. По поводу ВЛД, 340, у нас здесь щучий нос, вот 340 здесь 370. 340, 370, люк мехвода 172, но рикошет система пишет, потому что под диким углом все это дело расположено. Ну, ВЛД нам, откровенно говоря, не пробивают не восьмерки и обычным и голдовым снарядом, не девятки, и даже многие десятки будут испытывать определенные проблемы. Только ПТ-САУ на голде с сумасшедшим пробитием пробьют под прямым углом эти места. Вот. Что касаемо башни. 250, 400, 400, 400, 400, 500. Маска орудия вот здесь, в этих местах. 250 здесь, 300. 330, 270. Очень крепкая башня для восьмых, для девятых, для многих десятых уровней будет проблемой. Но у нас спереди вот такие вот, ну они не спереди, сзади лючки, и их назвать прям совсем тоненькими нельзя. И брони-то там всего лишь 150. То есть в лоб, если вы вдруг не видите НЛД, этот танк легко можно пробивать в эти самые сраные лючки. По поводу бокового бронирования 100 мм, 100 выше фальшборд у нас 170, у нас гнутый борт. Может ли он танковать от борта? Да, конечно, может. Через каток не бьется, шикарно танкует, может даже перекручивать, потому что запас есть. Но все равно старайтесь нормально танковать. И подставляете вы щеку щучьего, щучьего носа, да, а здесь у нас, извините, приведенки тоже 280, 270. Короче, это танк про танкование от борта, это танк про стрельбу в лоб на средних и, на средних дистанциях. На дальних понятно, что вы сами никуда попадать не будут, но и враг вас тоже пробивать порой не будет, аж надо выцеливать лючки. Вот такая вот интересная броня. Так, с броней разобрались. Давайте посмотрим. С броней разобрались, посмотрим орудие. По пушке у нас 122 мм, БЛ-13, 440 сочная альфа, 225 пробития на основном снаряде, 265 на голде, 15 секунд очень долго заряжается пушка, ДПМ 1760, точность, естественно, отсутствует, 0,44, время сведения тоже некомфортное, долго, 3,2 секунды. Вот, 15 секунд заряжается. Стоп, полевую давайте еще посмотрим. По полевой модернизации. Ставим во втором блоке вездеходную ходовую, в четвертом притирку шестерни наведения и в пятом блоке электропривод перископа. Я поставил дополнительный слот на огневую мощь. Вот, и вам рекомендую это же сделать.
По оборудованию. Единственный правильный комплект оборудования, на мой взгляд, это в основной слот, дающий дополнительный буст на выживаемость, ставим улучшенную закалку. Обязательно ставьте досл, поскольку пушка долго заряжается. И обязательно ставьте стабилизатор, потому что стаба у этого танка отсутствует просто вовсе. По снарядам. У нас основной ББХ летит косарь, и это нормально. Голда у нас подкол летит 1250. Здесь проблем нету. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель ставьте автоматически, совок часто горит. Вот, я поставил доп. Паёк. Экипаж, 4 члена экипажа, перки вы сейчас наблюдаете перед собой. По огневой мощи от УВН, проблема этого танка основная в пушке по УВН. Карт дофига, где не городские у нас карты, где нужны УВН. И на этом танке, конечно, будет тяжело отыгрывать. По ХП у нас все хорошо, с улучшенной закалкой 1700. По мобильности танк, естественно, очень медленный. 35 вперед, 14 назад, почти 14 лошадей на тонну удельная мощность. По обзору он, обычный стандартный параметр. 397 метров, тяжи 8 уровня, примерно все так. Вот, по плюсам и минусам танка. Броня невероятная, это плюс. Подвижность минус. Обзор ни плюс, ни минус. Ничего такого здесь. По ХП все хорошо. По пушке хорошая скорость полета снаряда, хорошая альфа, но долгое сведение, отсутствие УВН, кстати, бронепробитие нормально. То есть какие-то прям лютые вещи, особенно броня, да, хорошие, а есть какие-то люто плохие вещи, все совки с таким УВН. И я вот лично от этого, конечно, горю. Данный танк сейчас можно приобрести за голду. По сути, поэтому и снимаю обзор. Поэтому предлагаю уже отправляться в борт. Давайте пощупаем, посмотрим, на что способен защитник. Погнали. Так, попали мы на аэродром. Попали к 9 левелам. У нас обзор боя 252У защитник. Защитник, да. Сейчас этот танчик можно приобрести за голду, это важно. Почему я, по сути, и обзор снимаю, потому что сейчас, пожалуйста, раньше нельзя было, а сейчас можно пойти купить за голду. Ну и давайте разбираться, хорошая ли машина. Да, мы помним, у нас отличное бронирование, пушка без УВН, что больше всего бесит на этом танке, в любом случае. Так, едем на фланг тяжелых танков. Конечно же, да. Сейчас будем перестреливаться с ВЗ-114. Нифига себе. ЛТТБ у них, гля, как поджался грамотно. Да, будем, кстати, играть на ББ, да. Только вот против ВЗ-114 на ББ, такое. Нам бы ЛТТБ как-то избавить, чтобы он и не светил, и еще и в борт не стрелял. Вопрос как, да? Там вжался в камень, стоит, не шевелится. Говнюк. Да, торопиться не будем. Так.
Счет 1-2 между тем. Газанули ему разок. Благодаря БЗшке. На каточек поставил, они разменялись. О! Нифига себе там какие граждане приехали. Надо его сливать срочно. Да что вы делаете-то? Вы посмотри, эти китайские твари, лишь бы нанести урон, готовы ваш танк перевернуть, не знаю даже. Ублюдки. Понятно, что Т-34Б ошибается. Ну что ж теперь? Ради урона готовы, я не знаю, на голову сесть своими ракетными двигателями. Все, ЛТТБ откис. Он меня светил, да, он. БЗ у них там. Тихо, тихо. Тихо. Скорпион мне, да, газанул? Тихо. Он может на каток поставить, потом уже не уедешь. Так, 1400 дали. Ну, бой сложный тут, что там говорить-то. О, китайцы наши. Что исполняем? Все, готов. Хорошо, разменялись на гусеницу. Через каток он меня пытался пробить. 1900 настреляли. Победный бой. У хомяка бы сейчас еще газанул. Был бы вообще знатно. А куда это я ему стрельнул? Вот, Скорпион. Ух ты. БЗ. Поймал. Поймал китаец. Красавчик. Красавчик. Поймал. Ну, ладно. Уже неплохо. Сейчас с Карпанайна я сольюсь. Нет. Пока зажил. Нет, слился. Ну, 2300. 2300 уже пошел за уроном я. Тут, по идее, наша победа. Так, еще раз, что можно за защитником интересного рассказать? Вот даже ВЗ-114 сейчас не смог нас даже побить, так сказать. Так. Не, 44. Только за камень. Вот. Еще раз, нас отличает хорошее бронирование. У нас хорошая альфа.
Единственное, конечно, пушка заряжается в вечность и нет УВН. Вот они, те самые тезисы про этот танк. Невероятная броня 9, я бы даже сказал 10 левела. Вот, но при достаточно сложной пушке. СБЗ как долго живет тут на центре. Ну-ка, урабатывайте его уже. Вот. Меня гад практически наказал. Я бы здесь в этом бою и 3 дал бы и больше. Брать ли не брать защитника? Если да, в пользу брони, то вы должны быть готовы к игре без УВН. Пушка защитника, она, ну, нету УВН. Хороший, прям. Вы же танк хотите купить, чтобы фармить серебро, а фармить серебро на некомфортной пушке без УВН, ну, такая история себе. Поэтому неоднозначная машина. И желательно, конечно, на нем вообще на голде ездить, чего уж там говорить. Защитник по какой-то причине лично у меня редко попадает против 8-х левелов и очень часто попадает против 9-ок и 10-ок. А там, извините, с его бронепробитием ловить нечего. Раньше только броней танковать. Вот, в целом танк, не учитывая отсутствие УВН, неплохой, реально неплохой. В ангаре его иметь можно. О, мы даже не стыдные 3-е место заняли по урону. Вот БЗ шпарит. Да. Ну, мы 3-е место заняли. Так, что нам там начислили? Играли full ББ, без голды мы фигачили. 110 тысяч чистыми. Начислено 149. Но у нас новогодние от резервов получается 70 где-то, да? Вот, 70. И... ну давайте посчитаем. Так, 70 отнимаем, получается, там остается, ну там 80, да? И отнимаем от 80 15. Получается 65. 65. 65 тысяч бы получили. Потому что я бонус еще, я же доп. Паёк поставил. Если фармить без паяка. Вот за такой бой в 2200 65 тысяч. Много ли это, мало? Ну, средний результат. Но мы, честно говоря, не так уж и много на нем настреляли. Вот, ребята, у кого есть танк в ангаре, для тех, кто только думает его приобретать, под видео пишите комментарии, как вам защитник в целом, какое вы используете оборудование, но играть на защитнике без закалки, без досола, пушка очень долго заряжается, и без стаба, потому поддержи что, брата танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, прожимайте лайкос, всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.